Итак, провязали мы 18 рядов. Вот что у нас получается. Сейчас будем вязать 19 ряд. В 19 ряду мы делаем перехлест. Внимание, так как мы делали вот здесь вот, но только немножко по-другому. То есть, смотрите, снимаем маркер. Так, делаем воздушную петлю, накид и сразу идем вот к этим рельефным столбикам. Потом еще одна воздушная петля. И прошлый раз мы делали, мы далее провязывали вот два вот этих рельефных столбика вот так вот спереди. Сейчас мы вот, ну скажем так, сзади их провяжем. Делаем накид и провязываем один рельефный столбик. Второй рельефный столбик. Провязали второй и снова делаем воздушную петельку. Вот таким образом мы здесь делаем перехлест. Так, сделали перехлест. Вот здесь у нас было 15 столбиков без накида. Сейчас в этом ряду будет 17. То есть мы снова в начале и в конце делаем прибавки. Так, прибавка. Далее провязываем без прибавок. В конце снова сделаем прибавочку. Так, и в конце здесь делаем прибавку. Все, это один раппорт получается. То же самое проделываем еще 4 раза. Я сейчас вам еще раз покажу, как сделать перехлест. А далее будете вязать самостоятельно. Так, воздушная петля, накид. 2 рельефных столбика. Снова воздушная петля. И мы как бы вот изнутри их провязываем. Нырнули. Провязали и снова воздушная петля. Вот как это смотрится. Потом оно все у нас выровняется. Вот. Так, вяжем самостоятельно до конца 19 рядочка. Так, провязали 19 ряд. Вот что у нас получается. Теперь переходим к 20. Вот здесь, где делали перехлест, провязываем 2 рельефных столбика. Маркер будем здесь ставить перед рельефными столбиками. Второй рельефный столбик. Между ними в прошлом ряду мы вязали просто воздушную петлю. Да, сейчас мы здесь провяжем над этой воздушной петлей один столбик без накида. И далее снова 2 рельефных столбика. Так, вот эта арка мы провязывали в прошлом ряду 17 столбиков без накида. В этом ряду мы здесь прибавку не делаем. То есть как было 17 столбиков без накида, так и провязываем 17 столбиков без накида.
И так далее повторяем то же самое 4 раза. То есть между рельефными столбиками мы провяжем столбик без накида в том месте, где в предыдущем ряду была воздушная петля. И вот это вот расстояние, вот эту арочку мы вяжем без каких-либо прибавок. То есть провязываем там 17 столбиков без накида. Вяжем до конца 20 ряд. Итак, провязала я 20 рядов. Сейчас переходим к 21 ряду. Так, провязываем рельефные столбики. Один, второй. В предыдущем ряду между рельефными столбиками у нас был один столбик без накида. В этом ряду мы провязываем между рельефными столбиками 3 столбика без накида. Так, первый, второй, третий. Так, маркер я ставлю теперь все время перед рельефными столбиками. И снова 2 рельефных столбика. Вот так. И вот это расстояние мы вяжем без каких-либо убавок-прибавок. У нас было в прошлом ряду 17 столбиков без накида, в этом ряду мы 17 так и провязываем. Вяжем самостоятельно до конца 21 ряд. Итак, провязала я 21 ряд. Теперь начинаю вязать 22. Вот здесь между рельефными столбиками у нас в 21 было 3 столбика без накида, в 22 ряду мы будем делать по краям прибавки, то есть итого у нас их будет 5 столбиков без накида. Вот эта вот окантовочка здесь мы ее уже будем постепенно уменьшать. То есть в прошлом ряду было 17 столбиков без накида, в этом ряду 22 будет 15 столбиков без накида. Итак, приступаем. Вяжем 2 рельефных столбика. Так, делаем прибавку. Один столбик провязываем. И снова у нас прибавка. И 2 рельефных столбика. Так, маркер. Так, а вот эту окантовочку постепенно уменьшаем. То есть вот этот первый столбик без накида предыдущего ряда мы пропускаем. Вяжем со второго. То же самое мы делаем и с последним. То есть было 17 столбиков без накида, провязываем 15. Так, просчитайте, чтобы у вас было именно 15 столбиков. И вяжем далее. Еще 4 раза повторяем то же самое. Это у нас 22 ряд. Вяжем самостоятельно до конца. Так, провязали 22 рядочка. Приступаем к вязанию 23 ряда. Два рельефных столбика. Расстояние между столбиками в этом ряду увеличиваем. Ставим маркер.
То есть опять в начале и в конце делаем прибавки. Было у нас 5 столбиков без накида между рельефными столбиками. В этом ряду будет 7. То есть здесь провязали 2. Провязываем 3 столбика без накида. И здесь делаем прибавочку. То есть в начале и в конце, как обычно, мы делаем прибавки. Снова 2 рельефных столбика. Так, вот здесь ничего не меняем. В прошлом ряду у нас было 15 столбиков без накида. Мы так и провязываем 15 столбиков без накида. Так, 15 я провязала. Все, то же самое повторяем еще 4 раза. То, что у нас немножко идет закругление, ничего страшного. Последующими рядами мы все это исправим. Оно легко исправляется. Если у вас уже вот прям все очень сильно закручивается, вы не вяжите так, как у меня. Вы немножко делаете больше прибавок. Например, вот здесь будет у вас не 15, а вот оставляли бы 17, как и было в предыдущем ряду. Либо здесь делайте чуть-чуть пошире, но только чтобы количество петелек и здесь было нечетным. Все, продолжаем далее до конца вязать 23 ряд. 23 ряд провязали. Переходим к 24 ряду. Здесь опять мы будем делать прибавки в начале и в конце между рельефными столбиками. То есть у нас было сколько? 7 столбиков без накида. Сейчас будет 9. Вяжем сначала рельефные столбики с одним накидом. Так, в начале делаем прибавку. Прибавка. Эти столбики провязываем по одному. Здесь делаем прибавку. Итого между рельефными столбиками у нас получается 9 столбиков без накида. Так, вот это расстояние сейчас будем тоже уменьшать. Было у нас в предыдущем ряду 15 столбиков без накида, в данном ряду будет 13. То есть первый столбик без накида мы не провязываем, также и не провязываем последний. Провязываем здесь посерединке 13 столбиков без накида. Провязали 13, то есть вот этот мы не провязываем последний. Все, и повторяем то же самое еще 4 раза. Провязали 24 ряда, начинаем вязать 25 ряд. Между рельефными столбиками вот здесь будем делать в начале и в конце прибавочку. То есть у нас в прошлом ряду было 9 столбиков без накида, в этом будет 11. Вот здесь
вот это расстояние будем уменьшать. В прошлом ряду у нас было... вот это расстояние оставляем таким же. То есть в прошлом рядочке мы вязали 13 столбиков без накида. В этом ряду снова у нас будет 13 столбиков без накида. Итак, вяжем 25 ряд. Два рельефных столбика. Здесь делаем прибавку. Ставим маркер. Здесь снова делаем прибавку. Итого у нас получается 11 столбиков без накида. 2 рельефных столбика. И здесь мы ничего не меняем. У нас в прошлом ряду было 13 столбиков без накида. В этом ряду тоже провязываем 13 столбиков без накида. И еще повторяем 4 раза то же самое. Это у нас 25 ряд. Вяжем до конца. Вот здесь вот в этой расширенной арочке у нас снова будет вырастать цветочек. Ну, скажем, вот это вот. Я их называю цветочки. Так, смотрите, как мы вяжем. Опять же, я покажу один раппорт, да, а далее вы будете вязать самостоятельно. Так, 2 рельефных столбика. Вяжем прибавку. Три столбика без накида. Раз, два, три. Следующий столбик предыдущего ряда мы пропускаем. И здесь, как и в прошлый раз, мы таким же образом формируем вот эти вот цветочки. Так, один столбик с накидом за ножку столбика без накида предыдущего ряда. Второй. Воздушная петля. И за вторую ножку мы тоже провязываем. Так, один столбик с накидом. Так, второй столбик с накидом. Так, один столбик без накида предыдущего ряда мы пропускаем. Вяжем 3 столбика без накида. 2, 3. И делаем прибавку. Два рельефных столбика. Здесь мы ничего не меняем. У нас в прошлом ряду было 13 столбиков без накида. Мы 13 и провязываем. Болит. Все, здесь провязали 13 столбиков без накида. И далее повторяем также, как и в этом раппорте. То есть еще 4 раза. Еще раз повторю, как я делала здесь в арочке. Делаем прибавку. 3 столбика без накида. 1 столбик пропускаем.
И за ножки следующего столбика провязываем 2 столбика с накидом за одну ножку, воздушная петля, 2 столбика с накидом за другую ножку. Опять же пропускаем один столбик предыдущего ряда, 3 столбика без накида и прибавка. Вяжем самостоятельно. Так, провязали 26 ряд. Теперь будем вязать 27. Так, делаем делаем 2 рельефных столбика. Делаем прибавку. Четыре столбика без накида. Так, опять у нас этот новый цветочек, который вырастает внутри, да, делаем 2 рельефных столбика. Там, где у нас воздушная петля, делаем столбик без накида. Снова 2 рельефных столбика. Четыре столбика без накида, прибавка. 2. 3. 4. Прибавка. 2 рельефных столбика. Далее вот это пространство наше мы немножко снова уменьшаем. Если в предыдущем ряду у нас здесь было 13 столбиков без накида, то сейчас мы будем провязывать 11 столбиков без накида. То есть первый столбик, последний столбик мы пропускаем. И провязываем 11 столбиков без накида. Одиннадцать. Все, последний тоже пропускаем. Повторяем то же самое еще 4 раза. Не забываем, что здесь у нас сначала прибавка, 4 столбика без накида, 2 рельефных столбика, 1 столбик без накида, 2 рельефных столбика, 4 столбика без накида, прибавка. И далее снова 2 рельефных столбика. Вяжем самостоятельно. Итак, мы с вами провязали 27 ряд, приступаем к 28. Так, провязываем рельефные столбики. Здесь делаем прибавочку. В прошлом ряду мы вязали 4 столбика без накида, здесь мы провязываем 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Снова 2 рельефных столбика. Посерединке в предыдущем ряду у нас был 1 столбик без накида, в этом ряду мы провязываем 2 столбика без накида. Снова 2 рельефных столбика. Так, здесь снова мы вяжем 5 столбиков без накида.
Раз, два, три, 4, 5 и делаем прибавочку. Два рельефных столбика. Так, и вот это расстояние в предыдущем ряду у нас было 11 столбиков без накида, в этом ряду их 9. То есть вот это мы ведем к сужению, да. То есть первый столбик мы пропускаем. То же самое и в конце, последний мы пропустим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так, вот этот столбик мы предыдущего ряда пропускаем и переходим снова на рельефные столбики. Так, теперь то же самое повторяем еще 4 раза самостоятельно. Вяжем самостоятельно до конца 28 ряд. Итак, провязали 28 ряд, приступаем к вязанию 29 ряда. Так, провязываем 2 рельефных столбика. Здесь снова делаем прибавку по краям. Так, прибавка. В предыдущем ряду было 5 столбиков без накида, в этом провязываем 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Рельефный столбик 1. Рельефный столбик 2. В предыдущем ряду между рельефными столбиками здесь было 2 столбика без накида. Точно так же 2 столбика и провязываем. И снова 2 рельефных столбика. Так, и опять 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6 и прибавка. Так, и прибавка сюда, да. Так, 2 рельефных столбика. В предыдущем ряду у нас вот это расстояние было 9 столбиков без накида. Сейчас мы провязываем 7. Не забываем, что если мы уменьшаем, то просто первый и последний столбик мы не провязываем. Пропускаем первый. И вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последний тоже пропускаем. Так, один раппорт я вам показала. Теперь то же самое повторяем еще раз, два, три, еще 4 раза. Все, вяжем самостоятельно до конца 29 ряд.
Итак, провязали 29 ряд. Теперь переходим к 30-му. Так, провязываем рельефные столбики. Далее снова делаем прибавку. Семь столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7. 2 рельефных столбика. Так. Посерединке в предыдущем ряду у нас было 2 столбика без накида. В этом ряду мы их удваиваем. То есть в первый вяжем 2 столбика без накида и во второй. Итого вместо 2 у нас получается 4 столбика без накида. Расширяем этот цветочек. Снова 2 рельефных столбика. Так. 7 столбиков без накида и прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавочка. 2 рельефных столбика. Так, и между ними, между двумя вот этими рельефными, в прошлом рядочке было 7 столбиков без накида, в этом будет 5. Опять же, первый и последний мы пропускаем. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Все, это тоже пропускаем. Все то же самое, что я показала, повторяем еще 4 раза. Вяжем самостоятельно до конца 30 ряда. Провязали 30 ряд, приступаем к вязанию 31 ряда. Делаем рельефные столбики. Делаем прибавку. Провязываем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. Так, нет, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 7. И снова вот здесь вот делаем прибавку. Прибавка. 2 рельефных столбика. Так, в предыдущем ряду мы провязывали здесь 4 столбика без накида. Сейчас мы этот цветочек уже будем закрывать, начиная с этого ряда. То есть вместо 4 провязываем
снова 2 столбика без накида и 2 рельефных столбика. 1, 2. Так, здесь сделаем снова прибавка у нас идет. 7 столбиков без накида и снова прибавка. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И прибавка. Так. Здесь расстояние снова мы уменьшаем, провязываем рельефные столбики. В предыдущем ряду у нас было между этими рельефными столбиками 5 столбиков без накида. В этом ряду первый, последний пропускаем, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Все то же самое, что я вам рассказала, повторяем еще 4 раза. Вяжем до конца самостоятельно 31 ряд. Коврик наш растет. Провязали мы 31 ряд. Приступаем к вязанию 32 ряда. Так. Провязываем 2 рельефных столбика. Прибавки снова сделаем вот здесь и здесь. Так, делаем прибавку. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 столбик и снова делаем прибавку. Два рельефных столбика. Так, закругляем наш цветочек, то есть теперь вместо 2 столбиков без накида в предыдущем ряду провязываем просто 1. 2 рельефных столбика. Так, и снова у нас прибавка. 9 столбиков без накида и прибавка. 1, Так, здесь делаем прибавку. Рельефные столбики. Вот это расстояние мы снова уменьшаем. В предыдущем ряду было 3 столбика без накида. В этом ряду 1 столбик без накида. Все, то же самое повторяем еще 4 раза до конца 32 ряда.
Вяжем самостоятельно. Итак, связали с вами 32 ряд. Приступаем к вязанию 33 ряда. Вяжем рельефные столбики. Так, прибавка. Далее провязываем 11 столбиков без накида. Так, провязали 11. Делаем снова прибавку. Так, теперь смотрите, как мы будем закрывать эти наши цветочки. Провязываем рельефный столбик. А здесь из двух столбиков делаем один. Смотрите, каким образом. Захватываем. Провязали 2 петли на крючке. Захватываем за второй посерединке рельефный столбик. Провязали 3 петельки на крючке. И вот это все провязываем вместе. Вот таким вот образом. И снова рельефный столбик. Так, это мы частично закрыли. В следующем ряду мы уже полностью закроем вот эти наши цветочки из рельефных столбиков. Так, далее снова у нас идет прибавка. 11 столбиков без накида. Одиннадцать, да, и прибавочка. Так, и то же самое сделаем вот здесь. То есть все, вот эту вот, скажем так, вот эту вот нашу арочку мы заузим. Так же, как и эти рельефные цветы. То есть один рельефный столбик мы провязываем. Потом из этих двух формируем один. Из двух, которые посерединке. Второй. Провязали 3 петли на крючке, провязываем все вместе. И еще один рельефный столбик. Все. Таким образом повторяем еще 4 раза. То есть я вам рассказала. Это мы вяжем 33 ряд. Итак, провязали с вами 33 ряд. Приступаем к вязанию 34. Так, смотрите, здесь снова по краям делаем прибавки. Так, вот сюда до нашего цветочка провязываем 13 столбиков без накида, плюс в конце снова делаем прибавку. Так, провязали 13 столбиков без накида, делаем прибавку.
Так, и смотрите, как здесь мы завершаем формировать наш этот цветочек. Делаем рельефный столбик. Раз, провязали 2 петли на крючке. Вот этот уже посерединке мы не трогаем, мы его закрыли. Так, и сюда наш рельефный столбик. 3 петли на крючке. Все вместе провязываем. Вот таким образом, посмотрите, как аккуратно у нас получился вот такой закрытый, скажем так, цветочек. Далее то же самое, как и здесь. То есть делаем прибавку. Провязываем 13 столбиков без накида. Так, провязали 13. Делаем снова прибавку. И здесь арочку красиво завершаем. То есть делаем точно так же, как мы вот здесь закрывали наш цветок. Рельефный столбик. Один раз провязали 2 петли на крючке. Внутри мы уже ее закрыли. Вот за этот рельефный столбик один раз провязали 3 петли на крючке. Все провязываем вместе. Все. Таким образом еще провязываем 4 раза, чтобы полностью закрыть 34 ряд. Итак, 34 ряд мы провязали. Теперь будем вязать несколько рядов, чтобы коврик как бы сгладился, чтобы он был ровненький. То есть все основные наши уже элементы, вот эти вот, мы закрываем. Сейчас только будем провязывать столбики без накида. Итак, вяжем 35 ряд. Так, делаем прибавку. Семь столбиков без накида. Так, 7 столбиков. Снова делаем прибавку. Далее опять вяжем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, смотрите. А вот здесь, где был наш цветочек, провязываем прибавка. Вот эту петельку мы пропускаем, и здесь снова у нас прибавка. То есть, смотрите, здесь прибавка, вот эту пропустили, и здесь у нас прибавка. Далее снова провязываем 7 столбиков без накида. Ой. Семь. Снова делаем прибавку. И опять 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6,
7. И здесь то же самое. Мы, как и над этим вот цветочком, сделаем прибавку. Вот этот столбик мы пропускаем, вот эту петельку предыдущего ряда пропускаем. И здесь у нас прибавка. Все, далее повторяем все то же самое, что я сделала вот над этой арочкой. И будет у нас 35 ряд. Итак, провязали 35 рядов. Сейчас переходим к 36 ряду. Так, смотрите, что мы делаем. Провязываем 5 столбиков без накида. Раз. Ставим маркер. Два. Три. 4. 5. Делаем прибавку. Далее 8 столбиков без накида. Восемь столбиков провязали, сделали прибавку. Далее провязываем 10 столбиков без накида. Так, 10 столбиков без накида, прибавка. Далее снова 8 столбиков без накида, прибавка. Восемь прибавка. И просто 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это один раппорт, да. В следующей арке делаем то же самое. То есть сейчас у нас не будет никакой прибавки. Мы снова провязываем 5 столбиков без накида, прибавка, 8 столбиков, прибавка, 10 столбиков, прибавка, снова 8 прибавка и 5. То есть вот тут посерединке у нас снова будет 10, если вот так вот целиком потом брать наш рисунок. Итак, вяжем самостоятельно до конца 36 ряд. Итак, провязали с вами 36 ряд, приступаем к вязанию 37. Так, здесь опять мы в хаотичном порядке будем делать прибавки, чтобы немного округлить наши края. Так, показываю один раппорт, далее по аналогу повторяете еще 4 раза. Так, 2 столбика без накида, далее прибавка идет у нас. Маркер ставим в начало ряда. Дальше 5 столбиков без накида, прибавка.
Далее снова 5 и прибавка. Пять и прибавка. Потом у нас идет 15 столбиков без накида и прибавка. Пятнадцать провязали, делаем прибавку. Так, потом снова у нас идет 5 столбиков прибавка. Еще раз 5 столбиков прибавка. И просто один столбик без накида. Вот это у нас получается один раппорт. Да? То же самое повторяем еще 4 раза. Еще раз повторю, это 2 столбика прибавка, 5 прибавка, 5 прибавка, 15 столбиков без накида прибавка, снова 5 столбиков прибавка, еще раз 5 столбиков прибавка и просто один столбик без накида. Вяжем самостоятельно 37 ряд, также провязываем 38 ряд, просто столбики без накидов, без каких-либо прибавлений. Итак, провязала я 38 рядов. Не забываем, что 38 ряд мы просто провязали столбики без накидов, без каких-либо прибавок. И делаем последний 39 ряд. Я буду делать просто окантовочку соединительными столбиками для того, чтобы наш коврик, ну как бы, чтобы немножко утяжелить край. Смотрите, так, за заднюю полупетлю, вот здесь закончили мы наш 38 ряд, далее за заднюю полупетлю просто соединительными столбиками идем. Так, ставим маркер, в конце покажу, как закончить красиво ряд. Вот таким вот образом вяжем до конца 39 ряда, ничего не прибавляя, просто делаем такую вот окантовочку для того, чтобы немножко утяжелить и округлить край. Итак, сделали обвязку, провязали до конца, до 39 ряд. Свой шнур я уже обрезала, хвостик. Теперь закрываем 39 последний наш ряд. Протягиваем наш шнур, вот эту вот петельку следующую мы пропускаем и через петельку, которая за ней, просто вот так вот протянули, то есть делаем как бы имитацию петли. И вот здесь ее протягиваем. Подтянули, чтобы все петельки были одинакового размера. Все. Таким образом мы красиво закрыли. Хвостик далее прячем.
И сейчас покажу, как выглядит мой коврик. Итак, если вам был полезен мой видеоурок по вязанию вот такого вот замечательного коврика с рельефными столбиками, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного и полезного. Всем пока-пока.